5 лет не был в России. В предыдущих видеосериях показал место нашего проживания в Китае. Погуляли по Шэньчжэню, в том числе заглянули на фабрику Foxconn, узнали зарплаты сборщиков айфонов. Потом заехали в Гонконг, а сейчас находимся в Улан-Баторе, столице Монголии. И очень захотели есть. Олег привел в ресторан «Их Монгол». Раньше это был очень-очень хороший ресторан. Сейчас посмотрим, сильно не поменялось. Но, в принципе, отзывы до сих пор хорошие. Нежданно-негаданно. Это пивной ресторан. Большой монгол. Так он большой, потому что любил пиво. Прикольное пиво. Ну, прям симпатично тут. Прям настоящий паб. Олег сказал, что местную кухню тут дают. Когда я подумал о местной кухне, думал, такая небольшая забегаловка, вот как мы в предыдущие разы ели. А это, оказывается... Это то место, куда нас еще в 2006 году привели в первую очередь. Обычно в первую очередь приводят туда, чем гордятся. То есть вы студентами приехали сюда учиться, и вас сразу вот сюда вот привели пиво пить? Ну да. Корейцы? Нет, русские. Русские? А, это было посвящение в студенчество. Понятно. Первое блюдо, которое мы нашли, это хушур. 4 штуки, думаю, нам хватит. Ну вот хушуры 26 тысяч тугриков. Дороговато, но мне кажется, там очень-очень много мяса. Ну да, здесь очень много мяса. Поэтому берем вот это. Есть печень. Печень? Это прям местное блюдо, да? Ну, одно из местных, да. Ну, давай, Олег, ты выбираешь. Я-то вот, когда вот это вот вижу, я сразу что-нибудь вот такое, смотри, за 74 тысячи тахины махан цуглуглга на 2-3 персоны, но это мы лопнем просто. Ну, это да, это... Или вот за 70 тоже очень красиво выглядит. Здесь вот смотри, вот все в Ой, нет, это мы не потянем. Это 2 дня проживания в нашей квартире. А за окном как будто Новый год. Все сверкает. Все это замечательно. Все как мы хотели. Монгольская кухня. Но когда мы увидели, сколько там калорийность, просто офигели. 4500 килокалорий вот в этом наборе. Ну, на двоих по 2000. Сегодня нам больше ничего есть нельзя. Ну да. Но это не самое калорийное блюдо в меню. Вот здесь вот есть азимаягин багдс. Острое блюдо, 5000 килокалорий. Суйван, лапша с мясом. Очень популярное монгольское блюдо. Я думаю, лапша с мясом есть в любой кухне. Стоит 25 тысяч. В 2 раза дороже примерно, чем в любой другой забегаловке. Гурилтай шел. Еще одно популярное монгольское блюдо. Мы ели в гостях. Все, заберите, пожалуйста, а то пока мы ждем, мы подавимся. Ну что, наслаждаемся приличным заведением? Да, чувствую. Хотя, честно, я вот здесь пару дней покушал, вот у меня самочувствие прямо улучшилось. Вот прямо сильно улучшилось. Это от качественного мяса. Как в Китае принесли горячую водичку и говорят, пейте. Да ладно, шучу, принесли еще сахар и пакетики. Это называется черный чай. Липтон мы просили, по-другому не смогли объяснить. Олег, нам, похоже, кружки забыли помыть. Посмотри на поверхность воды, там жирные пятна плавают. Ну, у меня масло тоже плавает. Но вот это не мои сопли. Олег за кадром сказал, что на самом деле монголы просто не любят заморачиваться с мытьем посуды в том числе. Поэтому вот так. Сейчас попробуем. Отдает бараньим жиром. Это национальное. Когда мы пришли, я выглянул в окошко и сказал, как будто Новый год за окном. Еще немножко, и Новый год на самом деле наступит. Что ж так медленно-то? Не любит заморачиваться. Это просто капец какой-то. Пивасик понесли. Быстрее, чем на Филиппинах? Это да. Филиппины вообще неспешные. Офигеть! Олег обычно еду не фотографирует и не снимает, но тут говорит, я не могу удержаться. Вот эта тарелочка, напомню, 4500 килокалорий. Это двойная суточная норма взрослого человека. Да, либо нормальный комплект сухпайка. Ну, сухпайка для военных, которые там усиленно тратят энергию. Да. Это получается 2 мужика спокойно наедятся, либо 4 девочки. Селфи на фоне еды. Уважаемые зрители, знакомьтесь, монгольская кухня. Хушуры, жареная картошка, позы. А вот это цуйбон, я уже даже запомнил.
12 тысяч тугриков обычно стоит, здесь 25. Но так как это у нас набор, наверное, подешевле. Ну, еще принесли сметану или майонез и кетчуп. Приятного нам и вам аппетита. С чего начнем? С пост, да? Я рискну взять вот эту, в надежде, что из нее брызнет жишка. Едим правильно, откусываем. И пьем. Да, у меня жишка была. Из одной крайности в другую. Олег говорит, что все лучше и лучше. Уже даже 4,5 готов поставить. Да, Олег? Да. За такое. Такого извращения он еще не видел. А для чего я это сделал? Для того, чтобы более культурно показать содержимое. Это жирная баранина. И больше ничего. Никакой зелени, ни лука, ничего. Одно мясо и немножко теста. Вот это кушур, по сути, беляш. Жирно, просто капец. Из 5 баллов? 5. 5? Супер жирно, супер нажористо. Вкусно. Прям 5? Ну. Да это же высшая похвала от Олега. Хочу отметить, что лук здесь зеленый, не репчатый. Видите? Не видите? Посолено как нужно. Нет, я 5 не дам. Есть привкус. Достаточно сильный привкус подсолнечного масла. На мой взгляд, такого не должно быть. Хотя я не специалист, конечно, по монгольской кухне, но как-то думаю так. Должно быть? Когда как вкусно. Ну, главное, что вкусно. Главное, что Олегу нравится. Он на этой еде вырос. Вот до такого вот состояния он вырос. Именно на такой еде. Говорит, когда жил в Монголии, вес его составлял, внимание, 100 килограмм. А сейчас? Сейчас 83. Ну, до этого было 80. Но с приездом, я думаю, нагулялась. А сотку, представляете? Вы представляете его соткой? Пока Олег возвращается снова в клуб 100, как минимум 100 вес, я хочу попробовать картошку. Очень аппетитно выглядит. Картофель, жареный в масле, посолен только снаружи. То есть внутри он пресный, а сверху такая соленоватая корочка. Очень похоже на картофель фри, но более жирный и менее соленый. А также есть привкус запеченного картофеля, когда вы запекаете со шкуркой. Тоже есть такие нотки. Вкусно, но только макать во что-то нужно. Например, проверить в конце концов, сметана это или майонез. Это сметана. Сметана с чесноком, что ли? Я не понял. Подождите, очень прикольный соус. Сметана с чесноком. Подтверждаешь или опровергаешь? Что-то сейчас с чесноком, но не уверен, что именно. А, не уверен, что сметана. Ну, точно не майонез. И не сладкий китайский майонез, это точно. И последнее блюдо. Цуй вон. Уже немножко подстыло, пока мы все остальное ели. Опля. Лапша с мясом. Надо есть горячим. То есть вместо вот этой деревянной им надо большую-большую чугунную сковороду, чтобы не остывало. Не, лучше, если бы они просто порционно приносили. А, То есть сначала одно, другое, третье. Вначале одно, второе, третье. Но если бы мы заказывали не с этим, не вот этим вот набором, я думаю, так бы по отдельности принесли. Да, либо если бы нас было не больше, то кто-то ест это, кто-то это, кто-то это, и оно быстрее бы ушло. Обволакивает весь рот. Вот за это я раньше баранину не любил. А теперь обожаю. Правда, горячую. Ну, хочу сказать, что в столовках дают не хуже. Олег, сколько баллов из 5? 4. Ну а раз мы только из Китая еще помним китайскую лапшу с мясом, хочу сказать, что это менее жирная, несмотря на то, что на баране китайскую ешь и прям подсолнечное, вот так вот, вот запихиваешь, и у вас по усам, бороде течет подсолнечное масло. Здесь такого нет, хотя тоже достаточно жирно. То есть в Китае жирней. Ну и если сравнивать с китайской лапшой, то
Там мясо настругано намного тоньше, и его несоизмеримо просто меньше. Здесь прям есть мясо, а там запах мяса, чаще всего. Мне нужно немного времени переварить это все. А потом можно... Объелся, что ли? Да? Обожрались. Посмотрите на Олега. Ну вот, ну ладно, эта порция была на 3-4 человека, это что нормально. Он говорит, что я вспотел, а он сейчас лопнет. Хорошо, что на улице прохладно. Сейчас сделаем марш-бросок десяток километров и потратим всю энергию, съеденную здесь, для съемок этого видеоролика. Мы бы не заказали такой большой сет, если бы не вы, зрители, если бы вам вот это вот все не хотелось показать. Мы бы взяли чуть-чуть что-нибудь поменьше. И не обожрались бы. Зрители во всем виноваты. Да нет, шучу. Это наш выбор, вас порадовать первым полноценным видеороликом о монгольской еде. Зная особенность посетителей, которых бросает в пот, принесли полотенце, можно протереться. Я думаю, это есть надо. Есть надо? Да это больше на тампоны похоже, как же это есть-то? А в этой кружке нету жира. Официант, вы мне неправильный чай принесли, он без масла, вы мне в прошлый раз масляный чай приносили. Что за фигня, обманули? Экономить начали, масла не добавили. Не, на самом деле, первый раз просто принесли непомытые кружки, горячо. У нас потушили свет, я так понимаю, сейчас будет какое-то представление, или просто у них ночной режим включился, чтобы лица поменьше пьяные было видно. Oh, excuse me. Вы откуда? Из России? Из России? Да. Я так там сижу и посмотрю. Извините, уже забываю мой русский. Ютубер? Да, ютубер. Первый раз. Видите ютубера? Да. Ну вижу вот, ютубера. поздравляю вас. Я ютубер. Я люблю ютуберов. Ну вот, познакомились с человеком, который впервые видит видеоблогера. Причем из Штатов, монголы, которые... Монгол имеет американское гражданство. причем вырос в России, в Москве. Рассказал нам много интересного. Там даже немножко теориями заговора попахивает, но не об этом. Мы о еде. Было вкусно. Было очень вкусно, и по цене, вот в Китае за такую цену, Вот именно такое количество мяса. Да, и такого качества не поесть. Ну, у нас осталась картошечка, забирать уж не будем, и немножко лапши. Мы бы, может быть, это доели, но просто 5-минутный разговор затянулся минут на 20. И когда потушили свет, даже больше, когда потушили свет, это намекали, что пора валить. Мы все еще здесь. Счет оплатил, да? Сколько вышло? Получилось примерно около 80 тысяч. 79... 80 тысяч тугриков. Ну, народ продолжает отдыхать, несмотря на то, бай-бай, несмотря на то, что им намекнули, пора уходить. Бирфуд, ресторан. Октоберфест здесь проходит. Да. Ну, вывеска за 2020 год насчет Октоберфеста. Ох, как свежо, хорошо тут. И тихо. После ресторана очень тихо. Ну, по сравнению с китайскими ресторанчиками, здесь тихо. Да, потому что в китайских ресторанах самый громкий я и китайцы, а здесь только я был. Ну и плюс там музыка обычно, она играет прямо, чтобы тебя оглушить. А тут прямо на таком уровне, что... А знаешь для чего? Чтобы не болтали, а ели. Все равно орать же невозможно в шумной обстановке. Вот сиди и чавкай. Нефиг болтать.